Вы знаете, в мире есть места, которые меняют вас навсегда. Места, где фантазия становится реальностью, где каждый шаг это вызов, а каждая улыбка это победа. Это не просто парк развлечений, это портал в мир безумия, приключений и магии. Добро пожаловать в Universal Studios в Японии, место, где мечты оживают и иногда немного выходят из-под контроля. Итак, друзья, в этом выпуске мы отправимся в самое сердце японского Universal Studios, место, где сбываются самые смелые фантазии. Мы погрузимся в настоящий интерактивный квест в легендарной зоне Nintendo Mario World, ощутим себя в роли героя видеоигры, мы окунемся в атмосферу мира Гарри Поттера, пройдемся по Хогсмиту, попробуем волшебные сладости, я расскажу вам шокирующие факты о парке и многое другое. Готовы к приключениям? Тогда держитесь крепче, впереди много эмоций, смеха и вдохновения. Когда такое видишь, уже абсолютно не хочется ни на какие американские горки. Мне и так в целом хорошо живется. Итак, удивительный мир развлечений Universal Studios в Японии. Но что же делает его особенным? Где он находится? Чем отличается от американских собратьев? И сколько таких парков вообще существует по миру? Об этом и многом другом прямо сейчас. И первое, что важно знать, это то, что Universal Studios расположен в городе Осака, на острове Хиосима, в префектуре Осака. Если попробовать описать этот город в двух словах, то получится примерно следующее. Итак, первое впечатление от Осаки. Ребят, если действительно существует любовь с первого взгляда, то это именно она. Я просто влюбился в этот город. Я переезжаю сюда. На моем канале также вышел крышесносный выпуск про Японию. Всем обязательно к просмотру, вы не пожалеете. Ну а поскольку данный выпуск про Universal, мы возвращаемся. Ну что, сегодня у нас студия Universal, Япония, Осака. Будет невероятно интересно, поэтому полетели с вами смотреть. Я вообще не туда зашел. Теперь нужно найти нужную мне линию. Чисто вайб плюс миллион. Ты когда покупаешь эту одежду, двигаешь в парк Universal, может, я сейчас просто залечу в Nintendo World. Красота. Небольшой апдейтик. Билеты приобретены на 2 дня. Стоит это 20 тысяч йен. Я понятия не имею, сколько это в рублях. Наверное, где-то 15 тысяч рублей. Теперь мы попадаем в Universal. О май гад. Этот парк был открыт 31 марта 2001 года и стал первым парком Universal Studios за пределами Соединенных Штатов. Идея создания такого парка возникла еще в конце 90-х годов. Японский рынок развлечений был очень перспективным, а спрос на тематические парки рос с каждым годом. Стоимость строительства составила примерно 4 миллиарда долларов. На сегодняшний день существует всего несколько крупных парков Universal Studios в Лос-Анджелесе, Орландо, Сингапуре, Осаке и Пекине. В отличие от остальных парков, USJ активно интегрирует японскую культуру, анимацию и медиа. Например, здесь есть уникальные зоны и аттракционы, основанные на японских фильмах, аниме и играх. Это делает парк более привлекательным для местных посетителей и туристов, интересующихся японской культурой. Первые эмоции, которые я просто испытываю от того, что пришел сюда, это невероятное счастье. Я вообще не верю, что я здесь сейчас нахожусь, и боже, как это великолепно, как же здесь классно. Я даже подумать не мог, что я окажусь в Японии, в Universal, оденусь в костюм Марио и просто буду наслаждаться. Вау. У меня даже, честно говоря, слезы просто на глазах наворачиваются, насколько это великолепно. Я вообще невероятно счастлив.
USJ стал самым первым парком в мире, где был открыт полностью тематический район по мотивам игр Nintendo. Этот проект стал революционным в индустрии развлечений. Он объединяет видеоигры, технологии дополненной реальности и интерактивные аттракционы. Впоследствии подобные зоны появились в других парках, но именно здесь все началось. Не просто так я сегодня так одет. Мы отправляемся именно в мир Марио. В мире Nintendo вас встречает яркая атмосфера, наполненная магией игр Nintendo. Это место — настоящий рай для фанатов Супер Марио, Донки Конга и других легендарных персонажей. Здесь каждый сможет не только насладиться аттракционами, но и пройти увлекательные задания, собирая бонусы и открывая новые уровни. Для входа в зону вам потребуется специальный браслет, он стоит около $45. Я зашел в магазин и купил себе супер крутой бенд. Вот такой вот. Им нужно касаться всех боксов для того, чтобы получать очки. Это так классно. Этот браслет не просто пропуск, это ваш личный ключ к миру приключений. Он связывается с приложением на смартфоне, через которое вы можете отслеживать свои достижения, получать задания и собирать бонусы. Очень важно, что вход в мир Nintendo требует предварительной брони времени. Обязательно планируйте свой визит заранее, через официальный сайт или приложение. Да, это можно сделать также по приходу в парк, но время бронирования помогает избежать очередей и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Что касается игровой системы и заданий, то внутри вас ждут разнообразные задания, от поиска скрытых предметов до выполнения специальных миссий. Каждое задание — это шанс заработать бонусные очки или уникальные предметы, собирая которые вы продвигаетесь по уровням и открываете доступ к финальному боссу. Также вы можете соревноваться с друзьями или другими посетителями за звание лучшего игрока через турнирную таблицу в приложении. Здесь есть различные аттракционы, такие как, например, Super Mario Kart, где вас ждут гонки на картах с эффектами виртуальной реальности. Также рядом расположена зона Донки Конга, где классические игровые автоматы, а также мини-игры для всей семьи. И когда вы пройдете все задания и соберете достаточное количество бонусов, вам откроется доступ к финальному уровню — битве с боссом. Итак, я собрал 3 ключа, теперь я готов идти сражаться с боссом. Но прежде чем идти сражаться с боссом, мне сначала очень хочется покушать. Это настоящее испытание вашей ловкости и командной работы, ведь победив босса, вы получите уникальные призы или сертификат о прохождении зоны. Игру с финальным боссом, к сожалению, мне не дали подснять, но в целом можно было сыграть лучше. Неплохо, нормально. В следующий раз я точно сыграю намного лучше. И надо было просто правила читать, а не стоять и снимать все декорации вокруг. Вау, классно. Universal Studios в Японии — это один из самых ярких и современных тематических парков в мире. В 2025 году он продолжает радовать посетителей новыми аттракционами, обновлениями и уникальными зонами. На сегодняшний день парк делится на несколько ключевых секторов. Это Голливуд, Нью-Йорк, парк Миньонов, Сан-Франциско, мир юрского периода, зона, посвященная фильму «Челюсти», водный мир, страна чудес, мир Nintendo и волшебный мир Гарри Поттера, в который я и предлагаю сейчас погрузиться. Это не просто аттракцион, это целый магический мир, созданный по мотивам книг Джоан Роулинг и фильмов о юном волшебнике. Здесь вы можете увидеть город Хогвартс, настоящая реплика знаменитого замка. Его башни, мосты и залитые зеленью дворы создают ощущение, будто вы действительно попали в волшебную школу. Улица с магазинами волшебных товаров, магазин волшебных палочек. Здесь можно приобрести уникальные сувениры, магические палочки, мантии, шляпы и многое другое. Но вы же просто заберите все мои деньги.
Посмотрите на этот мир Гарри Поттера. Здесь хочется купить абсолютно все. Я хочу все. Зона приключений Гарри Поттер — это интерактивные аттракционы для всех фанатов. Полеты на метле, борьба с дементорами и даже посещение Хогвартса внутри. И что вам обязательно нужно здесь попробовать? Обязательно возьмите волшебную палочку. Это не только сувенир, она также активирует магические эффекты по всему парку. Здесь есть классические напитки из мира Гарри Поттера, такие как сливочное пиво, гастрономические деликатесы, пирожные в стиле Хогвартса или тематические сладости. Поехали. Первая желтенькая, это у нас Пуффендуй. Супер сладкие. Вау. Кажется, мои братья Марио сейчас пройдут. Where should I say? Yum. There. А также, если вы настоящий поклонник вселенной Гарри Поттера, вы сможете посетить мастер-классы по заклинаниям или изготовлению волшебных палочек, посмотреть шоу с участием актеров или виртуальные спектакли, сделать фото у знаменитых достопримечательностей, мостика с озером с плавающими лилиями или у входа в Хогвартс. Зона Гарри Поттера в Universal Studios в Японии — это настоящее волшебство для всех возрастов. Здесь каждый сможет почувствовать себя частью магического мира, от поклонников книг до любителей кино и игр. Вы знаете, я понял одну вещь. Возраст — это всего лишь цифры. Внутри каждого из нас живет ребенок, который мечтает, радуется и верит в чудеса. В Universal Studios в Японии я снова почувствовал это, словно вернулся в самое сердце своей мечты. Я забыл о времени и ощутил настоящую магию. И знаете что? Неважно, сколько вам лет, самое важное, чтобы эта магия жила внутри вас. Не бойтесь делать шаги навстречу своим страхам, ведь только пройдя через них вы откроете в себе невероятные возможности. И помните, никогда не поздно поверить в себя и сделать первый шаг. Ведь мир — это книга. И те, кто не решаются перевернуть страницу, остаются в одном месте навсегда. Путешествие — это действительно та вещь, которая нас наполняет. Путешествие — это тот смысл жизни, по крайней мере, для меня. И я надеюсь, что для многих из вас, поскольку вы смотрите такой контент, путешествие — это то, что нам дает незабываемые эмоции. Ребят, если у вас есть возможность, всегда путешествуйте. Никогда не откладывайте путешествия, потому что никто не знает, сколько мы будем жить. Вам никогда не будет 20-30 лет, и вы в этом возрасте не сможете больше посетить все эти страны. Получайте весь этот опыт. И спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал и путешествуйте. Это действительно того стоит. Берегите себя.